Дорогие друзья, если помните те, которые мой канал смотрели давно, те каналы, которые сливали несколько раз, последний канал «Ведьмина изба», там много было старых ритуалов, связанных с куклами. Вообще идея ритуалов с куклами это с древних времен существует, но только у меня на канале были ритуалы, связанные с куклами. Именно с куклами настоящие ритуалы, действующие, действенные, сильные, которые я дарила людям. Кукла-хранитель, кукла-оберег и прочее. Сейчас я хочу вам показать уникальный ритуал, но который могут совершить только практики. Если вы практикуете, то наверняка к вам приходят женщины, которые боятся потерять своих мужей. Боятся, что их брак могут разрушить. Особенно женщины, у которых состоятельные мужья, и они понимают, что он как мишень, и охотниц на него очень немало. И они хотят уберечь свой брак от вот подобных нашествий этих женщин. Что можно сделать практику? Попросите их найти, купить 2 кукол супругов. Либо бывают такие куклы, их даже можно заказать на сайте. Сейчас нет ничего невозможного, они могут вполне их заказать на сайте. Куклы-супруги. Могут найти отдельно, в отдельных магазинах купить мальчика, девочку и принести ведьме. Вы берете куклы, совершаете с ними вот этот обряд. Можете при этой женщине это сделать. Читать нужно 7 раз, поскольку я просто показываю, то есть имитация ритуала, не ритуал, да, просто показываю, что можно сделать. Поэтому при включенном свете, естественно, показываю, чтобы вам было все видно и понятно. На самом деле свет нужно выключить. Красная ткань, красная, лента, красная свеча и 2 куклы. Нарекайте куклы именами владельцев, нарекайте куклы именами супругов. После того, как вы провели это, связывайте эту нить, связывайте не плотно. На следующий день, то есть вы оставляете эти куклы у себя, на следующий день женщина должна приехать, забрать эти куклы. Вот то, что вы привяжете, не отрезайте, а просто аккуратно через голову этих кукол снимайте и отдаете ей. Ей нельзя эту нить завязать. Она должна эту нить где-то спрятать в таком месте, где никто не найдет и не развяжет. Может она хоть у себя там где-нибудь в стене замуровать, неважно, но эта лента должна быть завязанная всегда, навечно. Но если развяжется, значит, надо обряд повторять всего лишь. Там не обязательно, чтобы это все нарушилось, разрушилось. В принципе, не столь опасно это все, но желательно, чтобы нить, которую вы завязали, никогда не развязалась. Завязываем на 7 узлов вот друг с другом. Сейчас я не буду показывать, естественно, потому что я этот ритуал сейчас не делаю, я просто показываю вам, как надо делать. На 7 узлов надо завязать, а потом через голову вот так вот, через голову вытаскивать и отдать это этой женщине. Пусть она спрячет вместе с куклами. Куклы можно спрятать, куклы может она выставить у себя дома, если они красивые, она хочет показать. Это не важно. Главное, чтобы никто не знал предназначение этих кукол и что с этими куклами вообще связано. Этот ритуал называется «Венчание кукол». Я такое проводила несколько раз, укрепляет брак. Это не приворот, это не привлечение там чужого супруга или там разрушение чьей-то семьи. Нет, это соединение еще раз через духов и богов с их благословения этих людей, чтобы они навечно были вместе, чтобы не было уже страха потерять своего мужа. То есть, что бы там ни случилось, как бы кто ни крутил задом перед ним, как бы он не увлекся, некоторое время не поддался этим чарам извне, в любом случае он придет опять домой. Он никуда от этой женщины не денется. То есть она привязывает этого мужчину. Еще раз предупрежу, если вы видите, что в этом браке нет счастья, нет любви, не проводите этот ритуал. Вы заточите их навечно вместе, просто в эту тюрьму.
Если есть любовь, если вы видите, что просто мужчина немножко легковерный, если он нерешительный, если он ведомый, можно его увести. Если жена просто боится, вот ей для успокоения это нужно, проведите. Проведите профессионально, вот именно так, венчание кукол. Еще раз говорю, покупают они 2 кукол, мальчика, девочку. Есть у них дома, пускай берут из дома, принесут своих кукол, это не важно. Пусть они чем-то напоминают хозяйку. Ну, это будет плюс. Это не обязательно, но это желательно. В принципе, чем больше вы соблюдаете нужных, знаете, ритуалов, чем больше вы соблюдаете того, что надо, тем больше, скажем так, вероятности, тем лучше получается ваша работа. Поскольку Библия, она сама переписана из разных источников древних, то можно взять некоторые вещи из Библии как древний источник. Вот я, собственно говоря, и взяла определенные слова венчания. Так. И в конце проводится клятва, точно так же из Библии. Поскольку, еще раз вам повторяю, что это все первоисточник. Это не обращение к иконам, к святым и прочее, прочее. Это взятый первоисточник, поскольку Библия сама переписана, списана из разных источников, египетских, шумерских и прочее. А значит, эти все клятвы, эти все заклинания, которые там выдаются за клятвы и за наставления, тоже могут обрести силу в устах сильных ведьм. Итак, начали. «Ой вы, с руками да ногами, схожие с человеком, я вас душой наделяю, да именами крещу, да навеки венчаю. Имена ваши, говорите, имена людей, супругов. Сказано же, и оставит муж матерь свою и отца своего, и прилепится к жене своей, и будут они отныне одно тело и 2 души. Именами вас нарекаю». Ну вот там имена называйте, какие, опять же, супругов. «Да на брачное ложе венчаю, не перебить ваш союз никому, ни первому человеку, ни последнему. Я ведьма Инга, кукол именами супругов нарекаю». Опять имена называйте. «Навеки вечные их соединяю, священным браком венчаю, навеки неразлучные супруги пред богами. Боги, брак благословите, на вечные века их соедините. Отныне ваш брак священен. Жена мужу, муж жене принадлежит, да будет так. Заклинаю». Потом берем вот так вот за руку ее. «И куда пойдет он, туда пойдешь и ты. И где он останется, там останешься и ты. И народ его станет твоим народом, и Бог его станет твоим Богом. И где умрет он, там умрешь и ты, и будешь похоронена рядом с ним. Да будет так». Берете за руку мужчину, куклу, и говорите: «И куда пойдет она, туда пойдешь и ты. И где останется она, там останешься и ты. И народ ее станет твоим народом, и Бог ее станет твоим Богом. И где умрет она, там умрешь и ты, и будешь похоронен рядом с нею. Да будет так. Заклинаю. Венчаю навеки вечные». Именно называем. «Никому ваш брак не разбить, не разлучить. Навечно вместе. Заклято». Давайте еще раз скажу. «Ой вы с руками да ногами, схожие с человеком. Я вас душой наделяю, я именами крещу, да навеки венчаю». Имена называйте. Сказано же, оставит муж матерь свою и отца своего, и прилепится к жене своей, и будут они отныне одно тело и 2 души. Именами вас нарекаю, имена. Да на брачное ложе венчаю, не перебить ваш союз никому, ни первому человеку, ни последнему. Я ведьма Инга, кукол именами супругов нарекаю, имена. Навеки вечные их соединяю, священным браком венчаю, навеки неразлучны супруги пред богами. Боги, брак благословите, на вечные века их соедините, отныне ваш брак священен.
жена мужу, муж жене принадлежит. Да будет так. Заклинаю. Куда пойдет он, туда пойдешь и ты. И где останется он, там останешься и ты. И народ его станет твоим народом, и Бог его станет твоим Богом. И где умрет он, там умрешь и ты, и будешь похоронена рядом с ним. Да будет так. Куда пойдет она, туда пойдешь и ты. Где останется она, там останешься и ты. И народ ее станет твоим народом, и Бог ее станет твоим Богом. И где умрет она, там умрешь и ты, и будешь похоронен рядом с нею. Да будет так. Союз ваш нерушимый, никому ваш союз не перебить, не разрушить. Навеки вечные ваш соединяю. Да будет так. Заклято. Вот это отличный ритуал для того, чтобы соединить супругов навеки вечные. Это для тех супругов, которые переживают, боятся друг друга потерять. И пока эти куклы и эта лента у них, они могут спокойно спать. Если это все потеряется, растеряется, что-то случится в жизни, всякое бывает, это можно просто повторить. Всего доброго, удачи. Я надеюсь, что этот ритуал для практиков просто золотая жила. Всего хорошего.